Я соорудил целый блок «Контакт-1». Это динамическая защита, которая предназначена для защиты танков от кумулятивной струи. Друзья, сегодня непростой выпуск. Сегодня динамическая защита «Контакт-1» против «Панцерфауста», немецкого гранатомета тандемного, который предназначен для того, чтобы пробивать ее. И сегодня мы проверим, а действительно ли он пробивает наш «Контакт-1». «Контакт-1» — это ведь самая первая динамическая защита, которая стоит на многих танках. Кстати, ее ставили украинцы даже на «Леопард», «Абрамс» и даже «Челленджер». Погнали! Это снаряд, а «Панцерфауст» сам у меня в правой руке. Если мы хотим осколочное воздействие, осколочно-фугасное, то мы ничего не делаем. Если мы хотим кумулятивное воздействие, для этого нам нужно будет вытащить предзаряд. Каждая ступень должна иметь желтый оттенок. «Панцерфауст» летит на 300-400 метров максимум, что, на мой взгляд, очень мало, но для других целей есть «Джавелин». Кадровый рынок сейчас переживает не лучше, надо сказать, времена. Количество квалифицированных кандидатов на должность главного бухгалтера, например, сократилось, а требования к зарплатам все еще растут. Найти опытного и надежного специалиста, который не подведет в сложной ситуации, становится все сложнее и сложнее. И где же искать такого ценного сотрудника, спросите вы? Как проверить его компетентность и убедиться в его надежности? Эти вопросы мучают многих руководителей, в том числе и меня. Ведь финансовое здоровье компании – это основа ее стабильности и успеха. Стоит ли играть в такую рулетку, где вы нанимаете непроверенного специалиста, или лучше инвестировать в надежное решение? Мы проверили в деле десятки видов оружия и знаем, что надежный тыл – это всегда залог победы. А что является надежным тылом для бизнеса, вы спросите? Конечно же, первый в России бухгалтерский конвейер Maco Expert. Maco Expert – это инновационное решение от Александра Лыкова. Благодаря Maco вы сократите до 80% трат на содержание бухгалтерского штата, освободите себя от поиска и найма профессиональных кадров и исключите зависимость от штатных бухгалтеров. Высококвалифицированные специалисты наладят качественную связь с налоговыми органами и сделают ваш учет прозрачным и безопасным. Первый в России бухгалтерский конвейер Maco Expert гарантирует, что вы передаете свое предприятие в руки профессионала своего дела, получая при этом полную материальную ответственность. Всего от 2500 рублей вы получаете готовую бухгалтерию уровня больших корпораций. Уже более 700 компаний доверили свой учет Maco Expert. Подключайтесь и вы. Первый месяц обслуживания всегда бесплатный. Ссылку на Maco Expert я оставлю в описании. Боеприпас называется ДМ-22. Я помню, отдача у него очень большая. Ну хорошо. Сработало, потому что в обратную сторону полетела куча осколков. Да, мы сработали, отлично! Пойдем посмотрим! Это был тандемный боеприпас «Панцерфауст». Выбито, видите, я отсюда вижу уже 6 пластинок. И это значит, либо то, что он его пробил, сзади динамической защиты, это ведь тандем, либо у меня хорошие новости. Глянем. Вот блок. Вот попытка пробития. Вот, видишь? Она отходит в другой блок, и другой блок отражает атаку полностью. Блоки выбило, но внутри пробития нет. Видите, его чуть покоцало. Танчик я имею в виду. Но в кои-то веке, честно говоря, я в это не очень верил. Но контакт удержал «Панцерфауст». Тандемный. Это круто. Вот какая фигня у него.
маршевый движок, прикиньте. Ну давайте осмотрим. Смотрите, во что превратились блоки. Но самое главное, что они справились с задачей. Их покорежило, но они отбили удар фактически. Вот один из них. Нет, это один из нас. Я нашел кумулятивную струю. Вот она так выглядит. Медно-сиреневая, свинцовая она отдает. И она лежит вот здесь. Это значит, что в любом случае динамическая защита «Контакт-1» сегодня спасла даже от тандемного боеприпаса, который предназначен для того, чтобы пробивать динамическую защиту. Судя по этим блокам, которые, в общем-то, старались изо всех сил, и, видимо, постарались на славу, что, как мы видим, есть коцанки в нижней части танка, но он не пробит. Есть еще одно мнение, что она угодила совсем в нижнюю часть, и благодаря скосу танка ушла вниз и окончательно свою воронку там проделала. И там где-то она заснула, но она взорвалась, естественно, и так далее. Но, как видите, корма танка – самое уязвимое место танка. Это Т-64, и его самое уязвимое место сегодня в полном порядке, потому что динамическая защита «Контакт-1» отбила атаку Панцерфауста. Давайте проверим еще раз, точнее, закрепим результат. Сейчас я поставлю в полуметре, даже в метре от этого сооружения динамическую защиту еще одну только целую, и мы в боковой проекции посмотрим, что происходит с кумулятивной струей, если я, конечно, попаду, потому что в теории баллистика должна как-то отличаться все-таки, потому что мы же достаем предзаряд, а в том случае нет. Ну, короче, кумулятивное пробитие и тандемное пробитие должны как-то отличаться. Сейчас было невнятное пробитие. Я хочу посмотреть, как же все-таки динамическая защита «Контакт-1» разрушает кумулятивную струю и как проходит второй тандемный боеприпас. Посмотрим. Господи, пожалуйста, спаси и сохрани. Спаси и сохрани, Господь. Что ж, посмотрим, что случилось. Динамическая защита. Точно такой же результат дает. Или нет? Я попадаю в нижнюю часть, как и в первый раз. Расстояние здесь как минимум 1,20 м, наверное. Динамическая защита отрабатывает. Ломается ее одна боковая дужка. Дужка, можно сказать, что сказать. Смотрите, видите, сминается один блок. Несколько блоков вылетает. Раз, два, три. Здесь раз, два, три. То есть вот... вот еще два блока, да? Смотрите, кумулятивная струя рассеивается. Понятно, что на большем расстоянии, чем обычно, но тем не менее, как видите, пробития нет. Кумулятивная струя, поверьте, прожигает БТР насквозь и даже никуда не останавливается. Еще метров на 10, а то и больше идет дальше. Здесь, как видите, только осколочные поражения получились, немножечко выплавил их. Но никакого пробития здесь нет. И это хорошо. Знаете, всегда приятно, когда советский танк Т-64 не пробит немецким современным гранатометом. Это очень приятная новость. Посмотрим, что случилось с блоками. Видите, они как-то так интересно отрабатывают, они сплющиваются. Пробития не было 100%. Мне эта информация очень нравится. С вами крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь. Дальше будет интересней.